Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим брускетту с 5 разными вкусами. Брускетта – это итальянская закуска. От обычного бутерброда отличается тем, что хлеб поджаривают либо на сухой сковороде, либо в духовке. Для брускетты лучше всего использовать чиабатту или багет. У меня сегодня белый багет и гречневый. Начну с того, что нарежу хлеб и подсушу его на сковороде. Нарезаю я багет толщиной в 1,5 см, не больше. На разогретой сухой сковороде подержу его, пока он не зарумянится, но старайтесь не пересушить хлеб, он должен быть хрустящим снаружи, но внутри оставаться еще мягким. У меня сегодня будет 5 начинок. Точное количество ингредиентов я не указываю, так как все зависит от того, сколько вы собираетесь приготовить такой закуски. Первое – это брускетта с творогом и грибами. Я взяла творог, грибы, лук, чеснок, зеленый лук, соль, перец, тимьян и сливочное масло. В первую очередь обжариваю грибы. Растапливаю на сковороде сливочное масло и добавляю раздавленный зубчик чеснока. Обжариваю его, а затем достаю. Он отдал свой аромат маслу, и больше я его не использую. Отправляю в масло нарезанный лук и пассерую его. После этого добавляю грибы. Грибы берите любые, у меня лисички. Добавляю соль, перец и обязательно тимьян. Тимьян и грибы очень хорошо сочетаются. Часть начинки готова. Нарезаю перья зеленого лука. Теперь творог. Если он у вас зернистый, то перетрите его через сито. Добавляю соль, перец и нарезанный зеленый лук. Перемешиваю. Вместо творога можно взять рикотту, брынзу или сливочный сыр. Для этого бутерброда я использую гречневый батон. Слегка натираю его чесноком. Смазываю творогом. Если начинка получилась сухая, то добавьте в нее сметану или йогурт. Сверху выкладываю грибы. Посыпаю зеленым луком и тимьяном. Брускетта готова. Вторая брускетта с тунцом и оливками. Очень вкусное и легкое сочетание. И мне понадобится тунец, оливки, лимон, сливочный сыр, помидоры черри и руккола. Разминаю тунец вилкой. Оливки нарезаю маленькими кусочками. Оливки берите любые, у меня смесь зеленых и черных. Перемешиваю. Сбрызгиваю лимонным соком. Можно пробить это погружным блендером, и получится замечательный паштет. Намазываю на гренки сливочный сыр. Он у меня с зеленью. Выкладываю сверху начинку. Украшаю кусочком помидора черри, кружочком маслины и веточкой рукколы. И вторая брускетта готова. Для третьего варианта мне понадобится сливочный сыр, лосось, авокадо и руккола. Здесь вообще все просто.
Авокадо извлекаю ложкой и нарезаю на тоненькие кусочки. Лосось у меня уже нарезан. Смазываю хлеб сливочным сыром. Сверху выкладываю лосось и авокадо. Добавляю листочки рукколы и готово. Еще одна закуска готова. Для четвертого варианта брускетты я взяла сыр фета, вяленые помидоры, вяленые сливы, базилик и орехи. И сливы, и томаты я готовила сама. У меня на канале есть видео этих рецептов. Вы можете посмотреть их, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Если у вас нет вяленых помидоров или слив, то возьмите свежие черри. Намазываю багет фетой. Можно использовать сливочный сыр или нарезать кусочками моцареллу. А сверху выкладываю нарезанные сливы и томаты. Можно взбрызнуть брускетту ароматным оливковым маслом, которым были залиты сливы или помидоры. Посыпаю все базиликом. К сливам добавляю грецкие орехи. Очень вкусное сочетание. Как видите, все очень просто. Пятая брускетта больше десертная. Для нее я взяла сыр камамбер, грушу, орехи, сахар и мед. Грушу я буду карамелизировать. Нарезаю ее небольшими кусочками. Растапливаю в сковороде сахар и добавляю грушу. Помешиваю ее, чтобы она вся покрылась карамелью и стала почти прозрачной. Затем добавляю туда кусочки орехов. Нарезаю ломтиками сыр. Вместо камамбера можно взять бри или дорблю. А сверху выкладываю грушу. Можно полить все это медом, только немного, так как брускетта и без того сладкая. Вот что у меня сегодня получилось. Довольно простые приготовления и закуски. Вообще брускетту можно приготовить с теми продуктами, которые нравятся вам. Главное не бояться экспериментов. Вкусно, сытно, красиво. Мои любимые рецепты фуршетных закусок смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.